Перехожу вязать подъем на 4 спицах тройка. Набираю на 3 спицы за 2 полупетли по краю мыска петли крючком. Можно и без крючка набирать с лицевой стороны вязания. На первую спицу набрала 30 петель. Это правая сторона работы. На вторую спицу по центру 10 петель. На третью спицу набрала также 30 петель. Всего 70 петель. Начинаю вязать с изнаночной стороны. Первый ряд подъема. Первую петлю снимаю, нить перед работой. Набранные петли вяжу изнаночными петлями за переднюю стенку. Последняя петля изнаночная. Второй ряд подъема и первый ряд узора. Первую петлю не снимаю, а провязываю лицевой, так как ввожу в работу красную нить. Одну петлю снять, 3 лицевые красные петли. И так вяжу весь ряд. На вторую спицу переношу одну красную петлю с третьей. Это делаю для того, чтобы не было разрыва между спицами. В конце ряда красная изнаночная петля. Вязание повернула на изнаночную сторону. Третий ряд – это второй ряд узора. Первую петлю снимаю, потом вяжу 3 красные петли изнаночной петлей. Снятую петлю также снимаю, как и в предыдущем ряду. Рабочая нить перед работой. Так вяжу весь ряд. Все красные петли вяжу изнаночными, снятые петли снимаю. Краевая петля изнаночная, красная. Третий ряд узора. Белая нить. Первую петлю не снимаю, а провязываю лицевой петлей. Далее 2 лицевые петли. Потом повторяю. Одну петлю снимаю,
3 лицевые. Так весь ряд. В конце ряда изнаночная петля. Четвертый изнаночный ряд узора вяжу как второй. Белые петли провязываю, снятые тоже снимаю. Нить перед работой. Заканчиваю ряд изнаночной краевой петлей. Шестой ряд начинаю вязать с первого ряда узора. Вяжу красной нитью. Повторяю еще раз первый и второй ряд узора. Это второй и третий ряд подъема. Провязала 7 рядов подъема. Теперь надо провязать еще 2 ряда белыми нитками, лицевыми петлями в изнаночном и лицевом ряду. Всего надо провязать в подъеме 9 рядов. Перехожу к вязанию подошвы. Петли распределяю так. На первой спице 31 петля, на центральной второй 8 петель и на третьей спице тоже 31 петля. Подошву буду вязать красной нитью на центральных 8 петлях. Белую нить отрезала. Первый ряд подошвы. Прикрепляю красную нить в начале второй спицы, где буду вязать подошву. Первую петлю не снимаю. Вяжу первые 7 петель подошвы красной нитью на второй центральной спице. Последнюю 8 петлю перебрасываю на третью спицу, где боковые петли, и провязываю вместе с первой боковой петлей лицевой петлей. В изнаночном ряду буду прибавлять петли. Первую петлю сняла, дополнительная петелька. Далее вяжу все петли лицевыми.
Перед последней петлей делаю также дополнительную петельку. Последнюю петлю перевожу на левую спицу и провязываю ее изнаночной петлей вместе с первой боковой петлей. Теперь у меня на подошве 10 петель. В этом изнаночном ряду я прибавила 2 петли. Третий ряд подошвы. Вяжу его как первый ряд. Повернула вязание на лицевую сторону. Первую петлю снимаю, нить за работой, провязываю 9 петель. Прибавки в этом ряду не делаю. Потом 10-ю петлю провязываю лицевой петлей вместе с боковой. В следующем изнаночном ряду делаю прибавку, как делала во втором ряду. Таким образом, буду расширять подошву до 20 петель. На спице у меня 20 петель. После расширения подошвы продолжаю ее вязать без прибавок. Так вяжу, пока не уберу все боковые петли в подошву. Перевела все петли на одну спицу, второй вяжу. Убрала с двух сторон боковые петли. Провязываю еще один ряд. Это надо для того, чтобы начинать набирать петли с лицевой стороны для боковинок. 11,5 сантиметров длина. Ширина моего слитка 9 сантиметров. Часть подошвы связала. Приступаю к вязанию боковых частей слитков. Центр мыска отмечаю маркером. Вязать их буду вместе с подошвой. Теперь с той стороны, где нитка, набираю с помощью крючка до маркера петли. На бортике набрала 6 петель. На мыске 14 петель. Всего 20 петель.
Набирать надо обязательно с лицевой стороны работы. Вязание повернула. Вяжу на первой спице набранные 20 петель лицевыми петлями. На второй вяжу петли подошвы 20 петель, также лицевыми петлями. На двух спицах у меня по 20 петель. Повернула вязание на лицевую сторону. С лицевой стороны мне надо набрать на боковой части также 20 петель. Набираю их на новую спицу. Петли распределены на 3 спицах. Четвертой спицей я буду вязать. На каждой по 20 петель. Первый ряд боковых частей. Первую петлю сняла. Набранные последние петли провязываю с лицевой стороны изнаночными петлями. Далее на второй и третьей спице вяжу лицевые петли. Последняя петля на третьей спице изнаночная, краевая. Второй ряд. По изнанке первую петлю снимаю, дальше вяжу лицевыми петлями на 3 спицах. Последняя петля на первой спице изнаночная, краевая. Всего у меня 60 петель. Вязание повернула на лицевую сторону. Первую петлю сняла и вяжу следующий третий ряд. Продолжаю так вязать до пятки. Желательно делать примерки. Провязала 38 рядов. Это 20 платочных дорожек. Длина подошвы 20 сантиметров. Ширина 7 сантиметров. Длина боковой части от мыска 8,5 сантиметров. Буду переходить вязать пятку. На каждой спице у меня по 20 петель. Пятку буду вязать на средней спице на 15 петлях. Переношу на первую спицу со средней 2 петли. На третью 3 петли. Так убираю 5 петель. Итого 60 петель.
Первый ряд пятки. Красными нитками вяжу до средней спицы. Одну спицу отложила в сторону. На второй спице, где буду вязать пяткой, вяжу белыми нитками. Не довязываю одну петлю до последней петли. Последнюю петлю провязываю вместе с боковой петлей, лицевой петлей за заднюю стенку. Пятку буду вязать на 2 спицах. Второй изнаночный ряд пятки. Вязание повернула. Первую петлю сняла. Вяжу лицевыми петлями белой нитью. Не довязывая одну петлю. Потом 2 петли вместе. Одну пяточную петлю и петлю боковой части, провязывая их изнаночной петлей. С третьего ряда начинаю вязать узор. Вяжу красной нитью. Одну краевую не снимаю, а провязываю. Потом снимаю одну петлю. 3 лицевые петли. Так вяжу весь ряд. Одну петлю снимаю, 3 провязываю. Следующую краевую вяжу вместе по лицевой стороне, лицевой петлей, по изнаночной, изнаночной петлей. Четвертый изнаночный ряд. Второй ряд узора. Первую петлю снимаю. Далее вяжу по рисунку. Провязанные петли вяжу изнаночными. Снятые петли также снимаю. Когда снимаю, нить перед работой. В конце изнаночного ряда 2 вместе изнаночной петлей. Закрывать надо по одной петле в каждом ряду с одной стороны. Первую краевую провязываю белой нитью. Потом 2 лицевые петли. Одну петлю снимаю, 3 лицевые петли. Повторяю весь ряд так. Одну снимаю, 3 лицевые. Последняя петля вместе с боковой провязываю лицевой петлей. Четвертый ряд узора или шестой ряд пятки. Вяжу как второй ряд узора или четвертый изнаночный ряд пятки. Только вяжу его белыми нитями. В конце ряда тоже 2 вместе изнаночной петлей провязываю центральную и боковую петлю. Таким образом, повторяю узор
с одновременным закрытием боковых петель до тех пор, пока не уберу все петли с боковых частей. В последнем лицевом ряду на третьей спице, где 23 петли, последний раз провязываю не 2 петли вместе, а 3. С изнаночной стороны вяжу, как вязала раньше, 2 петли вместе изнаночной. Белую нить отрезаю. Высота пятки 8,5 сантиметров. Приступаю к обвязке верха. Первую петлю снимаю. Вяжу 14 петель лицевыми петлями. Беру новую спицу и на нее одеваю с краевых 14 петель. Потом одеваю на третью спицу, также с краевых 14 петель. На четвертую спицу с краевых подняла 13 петель. 14 петлю переснимаю с пяточной первой спицы. У меня на каждой спице по 14 петель. 56 петель по кругу. Начинаю вязать манжету. Маркером отмечаю начало ряда. Первый ряд беру в работу пятую спицу и вяжу по кругу лицевые петли. Со второго ряда манжеты начинаю вязать резинку 1 на 1. Надо провязать 10 рядов. Провязала 10 рядов. Это 2,5 сантиметров. Красную нить обрезаем. Вяжу еще один ряд белой нитью, лицевыми петлями. Петли закрываю таким методом. Делаю накид на себя, вяжу следующую петлю лицевой, перекидываю через провязанную петлю вначале накид с правой спицы, а потом петлю, которая была там. Следующую петлю закрываю точно так же. В конце крючком соединяю стыки. Следочки связаны. До свидания, до новых встреч.